like this. Come back to me. В каждом дне его жизни всепроникающая пресса находит любопытные факты. За каждым его шагом следят фотографы и операторы. Каждое его слово — повод для долгих обсуждений. Его портреты гастролируют по обложкам глянцевых журналов и страницам рейтинговых интернет-порталов. Но самого артиста зачастую это не радует. Можно открыть какой-то портал, да, информационный, вот, и посмотреть фотосессию из моей квартиры, например, которой никогда не было, например, да, в каком-нибудь известном журнале. Это тоже очень иногда сильно прям коробит. Какие-то собранные фотографии из разных мест и подписаны. И мое интервью, прям я отвечаю на вопросы, мне задают вопросы несуществующего интервью совершенно. Иногда телевизор даже вредит для поп-исполнителя. Нужна дозировка, понимаете, да? Нельзя быть в экране просто везде и во всем. Или, например, эти фотографии, там, человек какой-нибудь с похожей прической, как у меня были раньше волосы там сзади, да, вот, такой хвост со спины, да, я там припадаю, значит, на колени и кому-то там целую руки. И видно только мой затылок, но не мой затылок. И написано, что вот Дима Билан там, значит, припал на колени. А вообще, по большому счету, я продолжаю оставаться сторонником той мысли, в которой говорится, что любая информация – это, видимо, положительно. Иногда я предлагаю какую-то идею, было так, которые не обсуждались, как вот в случае с «Ночным хулиганом» были еще несколько. Иногда у Димы есть очень четкое представление, каким он хочет быть в этом ролике. Ну, на этот момент, видимо, он очень живо переживает свою ситуацию, ну, как бы жизненную, и понимает, что он хочет показать, вот какие эмоции он хочет высказать зрителю. Я ночной хулиган, у меня есть наган. Только ты, надежды и мечты. Все, хватит плавить мои мозги. Знаете, я, в принципе, не очень люблю давать интервью. Хотя, может быть, на первый взгляд показаться, что я прям чувствую себя как рыба в воде, да? Но я зачастую даю интервью, чтобы было хотя бы мнение от первого лица, да? И зачастую иногда перевыполняю план именно по этой причине, чтобы не было никаких догадок, там, до разговоров, до думок, а была информация из первых уст. Несмотря на пристальное внимание к своей персоне, Диме Билану нередко удается скрыться от объективов фотоаппаратов и камер, чтобы побыть наедине с собой. В моменты, когда у артиста нет ни концертов, ни записи в студии, ни фотосессии, ни съемок, ни интервью, то есть в очень редкие моменты, он просто гуляет. Незнакомо, невероятно, слишком много. Я абсолютно живу полной жизнью, дышу полной грудью, насколько позволяет климат и микробио, я не знаю, среда города Москвы, дышать этой полной грудью. Я позволяю себе сделать некие рейды по Москве на велосипеде, например, на мотороллерах каких-нибудь. Прогуливаться по Москве люблю. На потрясшие пруды люблю приходить. По старым районам Москвы люблю ходить по набережным, под мостами. И были с ним прецеденты, когда он залезал и в холодную воду зимой. Это выглядело как достаточно теплое, но вода была, поверьте, холодная. Зимой особенно легко. Шарф очень оправдан у каждого человека. Ты летом шарф оденешь, на тебя будут пальцем показывать. Вот. И ты так будешь привлекать внимание. А зимой окутался, пошел.
и чувствуешь себя прекрасно. Привет. Меня фамилия Эдвин Мартанюк. В этом году я уже отдыхал не 2 недели, а целый месяц. Потому что если ты хочешь оставаться нормальным человеком, с интересами, а не с пораженной системой нервной, вот, то надо находить время и возможность все-таки отдыхать, ехать, сливаться с природой. Вот. Поэтому я очень, так скажем, в свое время желал, и сейчас у меня произошло, я купил себе дом недалеко от Москвы, 7 километров. Вот. И буду уезжать туда, сливаться с природой, с соснами. Так что из мегаполиса нужно тоже иногда выезжать просто человеку, не занимающемуся какой-то публичной профессией. Что тут говорить, если речь идет о постоянном контакте с людьми. Взаимоотношения Димы Билана с Леной Кулецкой – это их официальное заявление. Садомазохистские такие наклонности прослеживались. Иногда важны скандалы.